Шторм в Атлантике. Огибаем мыс Горн. Сломанные носы и сквозные латы на гроте. Ветер до 80 узлов и волны 15 метров. Порванные паруса и скорость до 30 узлов. Неделя полного штиля в океане без топлива. Да, это все реально было. Но обо всем по порядку. При пересечении океана всегда есть чему удивиться. И неважно, если ты пересек его на лодке или на самолете. Например, на интернете трансфер между двумя аэропортами Буэнос-Айрес предлагается за 100 евро, а на месте он обошелся меньше 40. Танго в этом городе начинается уже с улицы. А океан возле города не голубого, а грязно-коричневого цвета. В местном аэропорту в Аргентине, в ожидании рейса на Ушуайя, я коротал время за чашкой кофе в Hard Rock кафе. Зашла пара, а мест нет. Я предложил им сесть за свой стол, и мы разговорились. Они из Кейптауна, вернулись только из Ушуайи. Владельцы винодельни. Позвали к себе в гости. В Кейптауне, думаю, обязательно встретимся. Жители Ушуайи страшно гордятся своим местоположением на глобусе и на каждом шагу напоминают то, что это именно край света. Из гастрономических штучек здесь заслуживает внимания местный краб. И ягненок, который готовится на открытом огне, при этом количество съеденного вами мяса совершенно не контролируется. Холодно, вкусно и пингвинно. На рассвете прихожу на лодку. Встречает капитан, подав руку, говорит: «Сейчас грот будем ставить, располагайся». Располагайся – это громко сказано. Бросаешь сумку туда, где есть место, между инструментами, парусами, еще фиг знает чем. Вот все расположение. Насчитал всего 8 шконок, но из них выбирать не приходится. Хотя нас 12, спать будет только 6, после смены. Остальные будут в это время на палубе. Афанасий ненавязчиво распределил всем обязанности, и мы все вместе ставим грот. Все так же, как всегда, только сам грот весом 150 килограмм и намного больше тех, к которым я привык. Да, и отсутствие электролебедок сказывается. Я лично на следующее утро чувствовал, что по мне танк проехал.
Рядом зашвартован старенький кетч, океанская классика. Рубка посередине, тоже ручные лебедки. Сразу видна рабочая лошадка. Не прошло и 3 часов, Грот был в леди-джет на месте. Оказывается, ручные лебедки переключаются ногами. Если ногой задеть и включить ошибочную лебедку, то ненужный шкот или фал тоже пойдет в натяжку и может неожиданно лопнуть. У лебедок находятся таблицы скорости. Сверяешь силу ветра и направление. Если скорость меньше табличной, нужно настраивать паруса. У нас с собой мощное парусное вооружение. Грот, спинакер, код Zero, единичка, тройка, пятерка и штормовой стаксель. Прикольно, спортивно и растерянно. Таможня, и мы выходим по высокой воде на Горн. Напрямую канал для штатских закрыт. Будем проходить Бигль и потом огибать мыс. 140 миль, если будет ветер. Дойдем за суд. Здесь нет начала, и все без края здесь. Но жизни мало, чтобы все прочесть. И ты оставишь след, найдешь на все ответ, но лишь в конце пути поймешь, куда идти. Где-то ждет нас 100 дорог, и пусть жизнь не даст нам в долг, а я выберу одну, а потом свою судьбу я с собою позову. Друга верного и ту, кто поверит и поймет, вся жизнь полет. Вдали от суеты дорога в горизонт, сбываются мечты, но счастлив тот, кто... Нам дико повезло, и мы увидели самый страшный мыс в самую хорошую погоду. На архипелаге, в который входит Горн, множество гнездищ различных птиц, дельфины ходят косяками, конкретное скопление живности в общем. Туда не будем поворачивать или еще будем? Нет, вернем. Мы разбились на 2 смены, по 6 человек. Днем будем дежурить по 4, а ночью по 3 часа. Широк отдавать будем. Дельфинчики. У нас сквозные латы, и у мыса Горн неожиданно лопнула одна лата. Пришлось ее на ходу менять, что не помешало, впрочем, запечатлеть себя на фоне мыса и символически пустить по кругу бутылку рома. Отлично. Секунду, здесь же нажимать. Там в стакан попадать надо, в мачты встаньте кто-нибудь. Обогнув мыс, мы направились в океан. Фолкленды мы будем огибать с севера, если нам, конечно, позволит это северный ветер. Главное преимущество нашей яхты – это скорость. При встречном ветре в 40 узлов мы идем 12 узлов на 3-м рифе из стакселя. На круизере сейчас бы оставили носовые платочки на месте парусов. У нас вообще нет закрутки на гену. Когда нет ветра, нужно либо стаксель убирать совсем, или, натянув оба шкота, зафиксировать его в среднем положении, чтобы не хлопал. Замерз, хочется спать, хочется есть. После смены скидываешь очень мокрый непромоканец и сапоги и валишься в спальник. Только закрыл глаза, снова вахта. Замерз, хочется спать. Уже не хочется есть, а хочется блевать.
Но нечем, так как ничего не ел. И слава богу. Брал с собой 2 комплекта термобелья на замену. Но в итоге одел на себя всю одежду, что привез сразу. На улице чуть выше нуля. Перчатки промокли, хоть выжимай. А шкот оттяжки грота нужно держать, не выпуская из рук, чтобы при порыве ветра тут же среагировать. Автопилота и электрических лебедок нет совсем. Поэтому все смены реально жесткие. На очередной волне меня просто подняло в воздух, я приземлился на копчик. Больно, но если бы не был пристегнут, оказался бы вообще за бортом. А это в этих краях равносильно смерти. Потому что для лавировки и возврата в ручном режиме на это уйдет нам минут 30-40, и лодка успеет удалиться на 5-6 миль. Вода в океане плюс 12. Даже если выловят, не факт, что живого. На 3-й день организм начинает привыкать к насилию над ним. И мы даже начинаем шутить и рассказывать байки. Соображаем, что можно наливать в термоса горячий чай перед сменой. Спать не хочется совсем. Привыкаешь к рваному графику. На каждую смену у нас сухпай на день. Завтрак – яблоко. Обед – апельсин. Ужин – печенка. Еще можно побаловать себя дошираком и неограниченно пить чай. Засиделись, наверное, все, да? Побегать бы, подвигаться, а то сидим все, это самое главное. Лежишь и все, поспал, посидел, пожрал. Пожрал Пропустил, еще, не пожрал, да. только опять посидел, поспал. Что за это, да? Главным минусом нашей яхты является полное отсутствие комфорта. Опреснитель поломался, вода только для питья. Обогревателя и сушилки нет. Вместо душа влажные салфетки. Отсутствие постоянной горячей пищи тоже, конечно, сказывается. У каждого своя история, почему и как он оказался здесь. Андрей покорил Северный полюс и Антарктиду. Он член географического общества, а не их смен. Елена, получив лицензию барбоат-шкипер, сразу перегнала яхту с Балеар на Канары. Фактически это ее 2-й поход. У Романа причина преемственная. Дед был капитан дальнего плавания. Значит, начальник экспедиции на Тихоокеанском флоте. И я, как любимый внук, всю жизнь мечтал о море. И очень деда разочаровал, когда я не пошел вообще ни в мореходку, ни куда-то дальше. Значит, и, наверное, вот то, что я сегодня пошел, да, вот что сейчас я собрался, это, наверное, еще та мечта, еще та детская. Собственно говоря, и я много читал в свое время, много дед мне рассказывал. И вот если добавить к тому, что мы сегодня обсуждали, о сказках про мыс Горн, то, во-первых, значит, сережку в ухо вдевали. Есть такое добавление, да, к тому, что мы сегодня затрагивали. Да? Такая была байка, что, значит, те матросы, которые шли через мыс Горн, они рисковали гораздо больше других. И сережку вдевали на тот случай, что если кораблекрушение их выносит на море, то тот, кто их найдет, заберет эту сережку и на эти деньги их покормит, когда с земли. Значит, те матросы, которые обогнули мыс Горн и мыс Доброй Надежды, имели право 2 ноги, значит, закладывать на стол перед капитаном. И, собственно, вот тот миф, что и мыс Горн, и мыс Доброй Надежды самые южные точки и Африки, и Америки, вот сегодня уже не то. Да. На самом деле, что и в Южной Америке, на самом деле, южная точка это не мыс Горн, и в Африке, значит, мыс Доброй Надежды это гораздо не тот, не самый южный, не самая южная точка. Да? Но вот эти истории, они вот как-то людей будоражат до сих пор, они их на что-то сподвигают. Собственно говоря, у меня дед пересек все. И, наверное, вот эта детская неоправдавшаяся мечта. Среди команды есть и депутаты, банкиры, бизнесмены, диспетчер УВД Внуково и арбитражный судья. В общем, все сходятся в одном. Магические слова «Патагония» и мыс Горн, «Кейптаун» и «Трансатлантика» – это мечта многих нас с детства.
Приборы работают не все. Морская вода сделала свое дело. Правильно, они показывают лишь силу ветра и глубину. Не смог найти на ночном небе полярную звезду. Как выяснилось, ее в южном полушарии и вовсе не видно. Зато четко виден на небе Южный Крест. Частые волны приносят с собой на палубу планктон, и он светится некоторое время, будто светодиоды, встроенные в палубу. То, что происходило сегодня ночью, невозможно снять и невозможно передать словами. Встречный ветер был более 50 узлов. Мы на 4-м рифе прыгаем по волнам со скоростью 15 узлов. Яхта практически в вертикальном положении. На скользкой палубе держаться абсолютно не за что. Можно только упираться в бордюр ногами посредине палубы. Ледяная вода умудряется попасть за шиворот, в сапоги и в штаны. Вдали от суеты дорога в горизонт. Сбываются мечты, но счастлив тот, кто не свернул с пути и к цели шел всегда, не отступал назад, не закрывал глаза. Где-то ждет нас 100 дорог, и пусть жизнь не даст нам вдруг, а я выберу одну, а потом свою судьбу я с собою позову друга верного и ту, кто поверит и поймет, вся жизнь полет. После смены в кубрике можно передвигаться исключительно кувырком. Сна ни в одном глазу. Хочется тепла и сухо. Корпус издает звуки, похожие на то, что яхта уже разлетелась на кусочки и с бешеной скоростью падает в бездну. В голове только один вопрос: зачем я здесь? Ветер стих так же неожиданно, как и начался. Заводим мотор, прежде чем поставить спиннакер, но вода охлаждения двигателя не выливается сзади. Попытки разобраться в причинах ни к чему не приводят. С помощью нецензурной лексики и отвертки все-таки удается убедить двигатель работать как положено. Горн был на 55-й широте, Кейптаун на 35-й. По мере поднятия на северные широты теплеет и начинается проливной дождь. Ветер практически всегда дует 30-50 узлов. Мы встали уже на курс, и теперь ветер стал нам попутным. Самое комфортное движение. С наступлением темноты уже не первый день наблюдаем необычное зрелище. Такое ощущение, что на одной линии воткнули в воду гигантские прожектора, которые подсвечивают даже облака. Что это? Нефтяные вышки или рыбацкие суда на расстоянии 200 миль от берега? АИС ничего не показывает, на карте тоже ничего нет, а прожекторов штук 20. Мокро, холодно и колюче. Поднимаемся на север, вошли в ревущие 40-е широты. Стало немного теплее, но ветер стал завывать как вьюга. Любые передвижения по яхте из-за огромного крена сильно затруднены. Лена перелетела полностью от борта до борта. Перелома нет, и слава богу. Мне голова соседа сломала нос. Зубы целы, и слава богу. Попутный ветер 50 узлов раздул 15-метровые волны. И мы с гребня скатываемся со скоростью под 30 узлов. Идти на моторной и парусной яхте с этой скоростью, поверьте, две большие разницы. Завтра будет затишье перед бурей, и ветер стихнет до 30 узлов. Постараемся успеть поставить штормовой стаксель, потом будет 2 дня шторм. Если сейчас это просто цветочки, то какие ягодки, ждать в шторм? Сухого ни у кого ничего практически не осталось. Кубрик снаружи только прикрыт спрей-худ, и часть каждой волны попадает в салон, мокро и кверх ногами. В южном полушарии циклон крутит по часовой стрелке. Постараемся пройти шторм с северной стороны, чтобы ветер был хоть и сильным, но попутным. Ветра должно быть.
Поставили штормовой стаксель. Грот убрали уже по-темному. Свернуть 150-килограммовую махину занимает вручную более получаса вшестером. Это не просто в лазиджет опустить как на круизере. Завели мотор, привязали все, что и как смогли. Через полчаса нас догонит циклон. По прогнозу ветер 50 узлов, но реально в порывах достигает 80. Через пару часов порвался штормовой стаксель. Этот оранжевый носовой платочек. Завели мотор, снова забарахлила помпа. Пришлось заглушить мотор и лечь в дрейф. Спустили за собой пару канатов потолще и отдались в руки стихии. Без приборов, без мотора и без парусов мы просто дрейфуем по волнам, которые то и норовят развернуть лодку боком и окатить палубу холодной соленой водой. В таком нештатном режиме мы укатались за 2 суток сотни миль. Где-то ждет нас 100 дорог, и пусть жизнь не даст нам в долг, а я выберу одну, а потом свою судьбу я с собою позову. Друга верного иду, кто поверит и поймет, вся жизнь полет. Всегда пополам у нас жизнь и смерть. Мы ангелы в черном, с нами правда и честь. Поле битвы дорога, дожди и ветра. Слабым духом нет места здесь, не суйтесь сюда. Время наше пошло, мы лишь выбрали путь. Мы воины, и в этом наша суть. Своих не бросаем никогда и нигде. Лучшего принципа нет на земле. Где-то ждет нас 100 дорог, и пусть жизнь не даст нам в долг, а я выберу одну, а потом свою судьбу я с собою позову. Друга верного иду, кто поверит и поймет, вся жизнь полет. Наконец закончился шторм, и мы поставили грот и 5 Гену. Рассчитываем наверстать упущенное за 2 дня. Мы пересекли 40-ю широту и резко потеплело. Я первый раз за 10 дней наконец разделся. Вещи сами стали подсыхать, и я даже заменил поседевшие солью сапоги на кроссовки. Но через пару дней ветер стих совершенно, и наступил полный штиль. Пошли под мотором, не убирая паруса, уж больно это хлопотное дело. Но на 3-й день решили, что мы не очень рады перспективе пересекать более 2000 миль под мотором, и заменили стаксель на Код Зеро. Выключили мотор. Прибавилось всего пару узлов, но зато стали экономить топливо. Появился первый загар. На солнце температура достигала и 35 градусов.
ночам на палубу залетает небольшая летучая рыба. У нас вообще что-то пошло не так. Рыба к нам залетала, а на удочку мы ловили птиц. Жалко. По мере движения на восток сдвигается время. Сегодня мы перевели наше корабельное время на 3 часа вперед. А то по нашему времени солнце в зените у нас уже было с утра. Солнечно, свежо и балдежно. Решили увеличить скорость и заменили код Zero, на котором можно идти в принципе только под попутным ветром, на единичку. Скорость 15 узлов. Ну, не 25, конечно, сойдет. После практически всегда мокрой смены сразу стараешься поспать, чтобы набраться сил, да и время быстрее летит. 3 часа вахта, 3 часа сон, и так уже почти месяц без перерыва. Выспался надолго вперед. Как дома без дневного сна буду, даже себе не представляю. Впрочем, не представляю себе и сушу. Сомневаюсь, что она не будет качаться под ногами. И от уже привычной качки, и от количества выпитого в первый день на берегу. Официально по закону моряка после такого перехода нельзя в течение первых 2 дней вызывать в суд или допрашивать, так как он реально не совсем в адеквате. У всей команды мысли и разговоры исключительно на эту 2-дневную адаптацию. Прошли Тристан. Английские острова недалеко, по нашим меркам, от Кейптауна. Реально остается несколько дней и по карте, и по прогнозу. Радует отсутствие шторма, но слабый ветер тоже не радует. Идем 8 узлов. В почти полный штиль. Для круизера это очень неплохо. Но мы заводим мотор. Ощущение, что еле плетемся. Вместе 340 проходим за сутки всего 240, иногда даже 180 миль. Нетерпеливо, устало и медленно. Некоторые вещи после перехода просто сразу можно выбрасывать, а не забирать с собой в Прагу. Обкатка обмундирования прошла. Такого оно раньше не видело. По прошествии почти месяца в океане я пришел к простому выводу, что пересекать океан в самолете намного комфортнее, быстрее и дешевле. Зачем самому себе создавать трудности, а потом их преодолевать? Гордиться тут мало чем. С таким же успехом можно отправиться на лесоповал, добровольно побомжевать под мостом. Экстрима будет не меньше, а ощущения те же. Ни помыться, ни расслабиться. Яхтинг яхтингу рознь. В белых штанах вдоль берега – это точно не мое. Месячные океанские переходы, впрочем, тоже. А вот офшорные морские путешествия, когда через несколько суток ты заходишь в новую страну с новыми впечатлениями, это мой формат. Чтобы ходить через океаны, да еще и на спортивной яхте, кто-то болеет игровыми автоматами, а у кого-то простая океанская зависимость. Крутым после этого перехода я себя не считаю. Думаю, что круто – это когда ты имеешь возможность пересекать океаны в бизнес-классе. А потом время, потраченное на переход, проводить в новой стране с гораздо большим удовольствием для своей души и тела. Хотя, с другой стороны, конечно, настоящим мужчиной становится не сидя в бизнес-классе, не там же учится быть выносливым и терпеливым, подставлять плечо товарищу, не показывать свой страх и усталость. Уверен, что наши дети хотят видеть мужественных пап, а не тех, кто все решает только деньгами. Задумчиво, все раздражительно, терпеливо и философски.
Ночью нас накрыла грозовая туча. Скорость лодки против встречного ветра была больше 20 узлов. Крен был такой, что мне казалось, будто я не вижу киль, торчащий из воды, только потому, что было темно. Я сейчас о своих впечатлениях, а не о реальности. Из наших и без того нехитрых запасов стараюсь есть поменьше. Потому что как справлять нужду под креном в 45 градусов, описать невозможно, а снять на камеру тем более. Самое сложное – это последние дни. Все еле-еле передвигают ноги. Но дело не в усталости, а в неопределенности. Точно неизвестно, когда мы сойдем на берег, так как мы зависим от направления и силы ветра, а также частично от течения. По прямой практически не двигаемся. И иногда бывает так, что за сутки расстояние до Кейпа уменьшается всего на десяток миль. Афанасий просит не заниматься подсчетами срока прибытия, поэтому все считают про себя в голове. Но ничего не сходится, так как кроме скорости важно и направление. Штиль разрушил весь наш график, и пару дней до финиша на наших глазах превращается в еще одну неделю. Шел 25-й день похода. Она ведь 26-й. Руки покрылись цыпками, тело опрелостями. Заваривал чай и заметил, что лью кипяток себе прямо на руку. Я даже не почувствовал рукой ожог, так она задубела. Андрей ничего не ест уже 3 дня. Говорить не может. Пожелтел весь и с доводами поддерживать силы не соглашается. Я спрашиваю его: какого размера у тебя нога? Он отвечает: зачем тебе? Говорю: ну, ты все равно долго не протянешь, я твои сапоги себе заберу. Через полчаса он пошел поел. Доширакно, противно, а никуда не денешься. Поленились снимать стактиль и поставили код Zero прям так, снаружи. Я такого раньше никогда не практиковал. Прикольно. Топливо и ветер совсем закончились. Воды почти не осталось, а нам идти еще 500 миль. Неизвестно еще, что хуже, шторм или штиль. Мы почти не двигаемся, но ничего поделать не можем. За все время нам в океане встретилось всего 2 корабля. Но так далеко, что даже не разглядели какие. Ближе к Африке повстречались снова 2 танкера и попросили у них топлива, но нас послали в космос. Okay, so what is your request? What is your request? Diesel. Our request is we're very low on diesel and hoping that you could spare maybe 1 barrel for us. Over. Yes, just stand by, please, stand by. It's the wrong fucking boat. No wonder he couldn't see us, so we gave him the bearing. Yes, we check and we cannot provide you with diesel. It's not possible. I have no canisters to provide you. There is a vessel north of you named Christina. You should ask another vessel. Okay, thank you very much anyway. Yeah, we'll try and make contact and try that one. Thank you very much, sir. Out. Thank you. Christina, Christina, this is sailing up. Пресной воды тело не видело уже месяц. Морской, пожалуйста, и для посуды, и для купания. Палуба, наконец, высохла, волн практически нет и не качает. Крена нет тоже. После смены мало кто уходит в душный кубрик. Дышишь полной грудью морским воздухом и понимаешь, что твоя детская мечта сбылась, что рано или поздно штиль закончится. Сойдешь на берег, а со штилем закончится и романтика. Сколько противоречивых чувств пронеслось в голове за этот месяц. Наконец, окончательно определяешься, что это все того стоило. И что реально мы через все это прошли без дураков, через штормы и штили, крепко сжав зубы, штурвал или шкот. Что месяц потрачен не зря, даже наоборот, с неизмеримой пользой и для уставшего тела, и для удовлетворенной души.
Опоздание из-за штиля почти на неделю вносит коррективы в адаптацию на берегу, и посещение таверны Кэт из легендарной песни откладывается как минимум на полгода. В конце октября мы стартуем из Кейптауна на Сидней перед выходом и посетим все то, что не успели сейчас. Желающие пересечь с нами на этот раз Индийский океан, присоединяйтесь. Моим подписчикам скидка. Ожидание от похода. Впечатление получил, которое ожидал? Да, оправдались полностью, даже еще с лихвой. Полностью. Ну, я вот очень хотел присутствовать на 40-х, на 50-х. И это было, это был шторм офигенный. Это была целая симфония из свиста, вант, бакштага и так далее. То есть это было все классно, просто офигенно. Да, и даже больше. Получил то, что хотел. Эмоции, практику. 30 дней в открытом океане, это вам не фунтю-пунтю. Да. Да, получил и даже больше. Лодка показала прекрасные мореходные качества. Океан показал себя разнохарактерным. А когда все это происходит в обществе прекрасной компании, когда в конце пути есть ощущение хорошо сделанной трудной работы, ну это ли не цель? Конечно, почему бы нет? Снова пойдешь в такой поход? Ну, надо все это, во-первых, хорошо дома отдумать и осмыслить, но не исключаю такой возможности. Обязательно. Я хотел все-таки формат поменьше, 600-мильный, Сидней-Хобарт, Карибы. Там, наверное, приму участие, потому что у меня уже достаточно таких больших переходов. Еще пойду обязательно. С этим экипажем готов пойти куда угодно. В такой же нет. Надо сойти на сушу, а там видно будет. Знаешь, что бы я ни сказал, будет лукавством. Потому что океан не девушка, чтобы после первой встречи пообещать вернуться и не сделать этого. Я думаю, что океаны всегда меня ждут. И не исключено, что через год, через два. Сначала нужна идея. Идея превратится в желание. Желание в страсть. Как знать. Какое сейчас самое большое желание? Желание дойти до Марины, помыться, попробовать нормальной еды. Научиться управлять парусником и отправиться в кругосветку. Самое шикарное желание – это добраться до дома и, наконец-то, в сад поехать, грядки поливать. Домой хочу. Нету, все хорошо. Помыться и пиццу. Пена. Пена в ванной и в кружке с пивом. А потом домой. Ну, как у всех. Помыться, побриться, постираться, хорошо поесть, увидеть родных, близких. Где-то ждет нас 100 дорог, и пусть жизнь не даст нам в долг, а я выберу одну, а попу свою судьбу я с собою позову друга верного и ту, кто поверит и поймет, вся жизнь полет.